안 돼, по-моему. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Мисс Садакат захочет воспользоваться первой же возможностью, чтобы отправить Алью из особняка, и этой возможностью станет беременность Мины. Хотя поначалу беременность Мини будет рассматриваться только как вопрос самозащиты, со временем эта ситуация окажется в интересах как Садакат Ханем, так и Мини. Под этим предлогом Майне разрешат переехать в особняк, а госпожа Садакат подумает, что Аля не может оставаться в этой обстановке и покинет дом. Для Гэжи Садакат это будет не только стратегией, но и кратчайшим способом избавиться от Алии. Но их планы не срабатывают так, как они надеялись. Все перевернется с ног на голову, когда Джихан выгонит Майн из особняка. Джихан ясно покажет, что у него нет эмоциональной привязанности к Майн. Госпожа Садакат не отступит даже перед лицом этой ситуации, она выступит против Алии, чтобы гарантировать, что Майн останется в особняке. Когда он пойдет за Альей и скажет, эта женщина уйдет, и сделает ее своей целью, произойдет нечто неожиданное, Алья бросит вызов. «Я жена Джихана. Я никуда не уйду», — скажет она. Этот шаг очень удивит госпожу Садакат и Майн. Впервые Аля займет столь решительную позицию и открыто заявит, что останется в особняке. Позиция Алии придаст ей вид сильной, но она откроет глубокую рану в ее внутреннем мире. Ему придется подавить свою любовь к Джихан, потому что ему помешают и разочарование, и гордость. Заявив, что между ними пока ничего не произошло, она не собирается уступать Джихану эмоционально. Джихан, с другой стороны, осознает свою ошибку и немедленно хочет помирить Алю. Но никаких извинений уже не будет достаточно. В глазах Алии этот переломный момент станет переполнением всех разочарований, накопившихся в прошлом. Пока Джихан ищет способы сделать Алью счастливой, он захочет закончить предложение, которое он оставил незаконченным в больнице. В ответ на слова «между нами ничего не было» Джихан захочет сказать «но ведь могло бы быть». Но Аля этого не допустит. В этой эмоциональной войне между ними Аля проведет четкую черту и скажет, что ничто уже не будет прежним. Эта ситуация глубоко потрясет Джихана. Потому что Аля не будет для него обычным человеком, она станет женщиной, стоящей в центре жизни, о которой он мечтает. Во время этого процесса Аля продолжит оставаться в особняке, но ее отношение к Джихану будет суровым. Его инстинктивное желание защитить своего сына Дениза заставит его держаться на расстоянии от Джихана. Как бы близко Джихан не хотел подойти, Аля не допустит такой близости. Так же, как Аля потеряла доверие к Джихану, она еще больше укрепит свои стены, чтобы ее сын не пострадал от этой хаотичной обстановки. Эти стены не дадут Джихану войти, но конфликт любви и обиды, растущий внутри Алии, продолжится. В этот период Джихан также окажется в большой пустоте. Он захочет объяснить, что между ним и Майн нет никаких отношений, но это не то, что хочет услышать Аля. Аля не захочет иметь ничего общего с Джиханом, пока Майна беременна. Джихан окажется перед огромной дилеммой, задаваясь вопросом, его ли это ребенок или нет. Это отдалит его еще больше от Майн. Время рождения ребенка Майн и неопределенность того, что произошло в прошлом, заставят Джихан пройти тест ДНК. И когда он узнает из теста, что ребенок не его, он почувствует великую злость на моего. Когда эта правда выйдет наружу, все мои планы перевернутся с ног на голову. Мои поймут, что настоящий отец ребенка – Демир. Такое развитие событий не только сорвет их планы по захвату Джихана, но и начнется новый кризис с Демиром. Захочет ли Майн родить этого ребенка, скажет ли она Демиру, что он отец, это пока остается неясным, но для Майн уже ничто не будет таким легким. Госпожа Садакат и Майн будут загнаны в угол после решительного настроя Алии. Дальнейшее пребывание Алии в особняке будет их беспокоить, и они начнут строить новые планы, чтобы измотать ее. Они попытаются разозлить Алью и посеять раздор между ней и Джиханом, воздействуя на ее сына Дениза, который является самой чувствительной точкой Альи. Однако Кая и Нари постараются уменьшить влияние этих игр, поддерживая Джихана и Алью в этот период.
С другой стороны, Нари начнет испытывать глубокое раскаяние после того, что случилось с Осканом. По мере того, как состояние Оскана ухудшается, Нари немного облегчит его бремя, поговорив с ним о том, что произошло в прошлом. Хотя считается, что Оскан обретет покой и испытает кратковременное облегчение благодаря этой речи, Нари испытает большую печаль, поскольку состояние ее здоровья ухудшится. Однако этот процесс заставит Нари пересмотреть свою собственную жизнь. Шахин, как всегда, будет рядом с Нари. Несмотря на весь этот хаос, Шахин возьмет Нари за руку и скажет: «Теперь мы должны быть вместе». И решение этих двух влюбленных тайно пожениться изменит ход истории. Тайный брак Нари и Шахина позволит им наконец начать жить своей собственной счастливой жизнью, несмотря на трудности, которые они пережили в прошлом. Они захотят построить свою собственную жизнь, вдали от своих семей, социального давления и прошлых ошибок. Однако, когда этот брак станет известен, это произведет огромный резонанс. Госпожа Садакат и другие отреагируют на этот брак, но они не смогут ничего сделать, чтобы разлучить их. Кая, с другой стороны, попытается забыть Зериан, убедившись, что ребенок в ее утробе – ребенок Демира. Это решение станет для него своего рода побегом. Как и Нари, он также начнет думать о неправильном браке под давлением своей семьи. Госпожа Садакат немедленно засучит рукава, чтобы найти подходящую кандидатуру невесты и выдать Каю замуж. Но все пойдет не так, как они планировали, потому что однажды, когда Кая узнает, что ребенок Зерин на самом деле его, все изменится. Между тем, хотя Демир изначально обратился к Зерин с целью отомстить, со временем у него начнут развиваться настоящие чувства к ней. Когда Зерин замечает интерес Демира, она задает ему вопросы, но Демир все отрицает. Она будет демонстрировать гневное и обидное поведение, чтобы подавить любовь внутри себя. Однако Зерин поймет, что он влюблен в нее. Зерин воспользуется своим разумом, чтобы оценить слабое место Демира и использовать его эмоциональную слабость как способ собственного спасения. Постоянная печаль и несчастье Зерин тронут сердце Демира. Несмотря на то, что его ребенок от Каи, Демир начнет привязываться и к этому ребенку. Когда он поймет, что Зерин никогда его не полюбит, он откажется от своих планов вместе и захочет освободить ее. Это решение станет важным переломным моментом в развитии характера Демира. Несмотря на все это, смерть барана по-прежнему останется загадкой. Но мало-помалу начнут появляться маленькие подсказки. Информация, предоставленная Халисом о месте проживания барана, покажет, что Экмель и Надим находятся в этом районе. Эта ситуация вызовет подозрение, что Экмель приказал Надиму убить барана. Зерин и Шахин начнут опасаться, что их отец Экмель может быть причастен к этому убийству. Если Экмель выйдет из тюрьмы, все встанет на свои места, и события примут совершенно другой оборот. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.